Недавно я добавлял игры на сайт и наткнулся на очень интересную игру Adventures of Bayou Billy. Есть у нее еще одно название — Mad City. И знаете, сразу нахлынула какая-то ностальгия. Я интересуюсь ретро-играми, вон даже целый сайт создал, но никогда, ни в каких топах или обзорах мне эта игра не попадалась. Я играл в нее только в детстве, и с тех пор ее не встречал. А игра на самом деле очень даже интересная. Главная ее фишка — это смесь жанров. Тут вам и классический битэмап, то есть драки с бандитами, где герой наносит удары не только руками и ногами, но может использовать различное оружие. Это и автогонки, в которых герой управляет джипом, уворачивается от атак самолетов и расстреливает врагов. Это и шутер от первого лица, в котором герой управляет прицелом на экране и расстреливает врагов. Честно говоря, мало в каких играх можно вспомнить такую мешанину жанров. Этим игра и уникальна. К тому же у нее приятная картинка. Правда, управление немного сложноватое и нужно привыкать. Игру разработала и выпустила студия Konami в 1988 году в Японии, где она получила название Mad City. Годом позже игра вышла на рынок Америки под названием Adventures of Bayou Billy. The Adventures of Bayou Billy for Nintendo. It all starts when I get out this here swamp. You really get me riled now. В американской адаптации игра заметно прибавила в сложности и считается одной из самых сложных на приставке NES. Нетрудно догадаться, что прототипом главного героя игры являлся популярный на то время персонаж Крокодил Данди. Огонька у вас не найдется? Найдется, малыш. На. И кошелек заодно. Ник, отдай ему бумажник. С какой стати? Отдай, у него нож. Разве это нож? Вот это нож. Перейдем к сюжету игры. Главного героя зовут Билли Уэст, но чаще его называют Байю Билли. Байю в Америке называют что-то типа болот. Таким образом, Билли Уэста называют болотным Билли или Билли из болот. В свое время он помешал планам местного криминального авторитета, которого все звали отец Гордон. Гордон похищает девушку Билли Аннабель, чтобы заманить его к себе и отомстить. Путь Билли к спасению Аннабель состоит из 9 этапов, которые ведут его от болот до Бурбон-стрит. Герой сражается с приспешниками Гордона, применяя удары руками и ногами. Может подбирать оружие, например, палки или метать ножи. Уровни разнообразны. Уже во втором игра удивляет и предоставляет уровень с видом от первого лица, где вам предстоит из прицела расстреливать врагов. Третий уровень вновь проходит на болотах. А вот в четвертом игра снова преподнесет сюрприз, и нам предстоит уже управлять джипом и участвовать в погоне, попутно уворачиваясь от атак самолетов и стреляя в другие автомобили. Последующие уровни уже проходят в городе, и в конце концов Билли добирается до поместья Гордона, где ему предстоит сразиться уже с самим боссом и спасти возлюбленную. Вот такая вот забытая жемчужина существует на приставке NES. Яркая и оригинальная, с красивой картинкой и прекрасным музыкальным оформлением. Если хотите в нее поиграть, то добро пожаловать на мой сайт. Подключите джойстик и играйте, ничего не скачивая. Игра, кстати, переведена на русский язык. А также подписывайтесь на телеграм-канал, там я часто выкладываю интересные ретро-игры. Ну а пока.